Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфонах, которые, самое главное, что для нас сегодня, точно ниже порога в $200. Почему? Потому что вполне возможно с 1 апреля 2024 года все, что выше $200, будет облагаться налогом в 15%. Чем хороши эти смарты в топе? В первую очередь тем, что у них так же, как и у флагманов 120 Гц экрана, довольно неплохой тач, есть очень неплохие сенсоры у камер, быстрая зарядка, у кое-кого даже есть защита от влаги, и со всем этим можно ходить, использовать для потребления контента и всего остального. Все эти смартфоны я приобретал, тестировал и после этого покупал. И у меня уже есть понимание, что стоит своих денег, что нет. Топа до 15 и до 10 тысяч рублей на канале не будет. Почему? Потому что, спойлер, год назад $200 это было 15 тысяч рублей. Сейчас $200, к сожалению, это 20 тысяч рублей. Технически вы приобретаете сейчас смарты, такие же, как смартфоны в прошлом году до 15 тысяч. Вы понимаете, что в долларовом эквиваленте, по большому счету, вот то, что за $200 в прошлом году продавалось, то и сейчас продается. И что-то из этого топа будет стоить вообще $120, что-то будет стоить 150. Насколько они хороши, решать вам. Обзоры на все, повторяюсь, есть на канале. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Смотрим. Всем привет, с вами Саня, канал Польза.нет. И сегодня я представлю вам бюджетный топ-10 смартфонов, которые я покупал до 20 тысяч рублей, а некоторые до 15. Как вы знаете, беспошлинная сумма товаров, приобретаемых из-за рубежа, скорее всего, но не факт, будет снижена с 1000 евро до 200 евро после 1 апреля. И мало кто захочет доплачивать за смарт, привезенный из Китая, дополнительные деньги помимо его стоимости. Хотя, опять же, и в ритейле, и на Авито, и везде цены тоже взлетят, как мы понимаем. Также не будем забывать про огромное количество людей, которым просто не нужны максимальные характеристики смартфона и которые не готовы платить по 60 тысяч рублей и выше за смарт. Ну или те люди, у которых нет возможности выкладывать серьезные деньги за смартфон. В конце концов, его потеряешь, а сразу минимум минус зарплата. Вот так для этих людей я сделал как раз свой топ-10 смартов бюджетного диапазона. Плюс для детей, ну и в принципе как второй телефон, допустим. Сразу скажу, что в данном топе не будет полных характеристик смартфонов, а на любой из смартфонов из этого топа на моем канале есть отдельный обзор с распаковкой, результатами бенчмарков и тестов и множество фото, примеров видеосъемки. Плюс еще игровые стримы и еще много всего. Выбирайте понравившуюся модель, переходите в подробный обзор и решайте сами, подойдет ли вам данный смарт. Читайте обязательно комментарии, читайте форумы, разбирайтесь с теми, и будет вам радость. Вы же понимаете, что любой смарт — это всегда компромисс, как и любое наше действие в жизни. С какими недостатками вы готовы смириться и за какие деньги — это ваше дело. Довольно вступлений, полетели. Начинается топ с Infinix GT 10 Pro. К плюсам данного смартфона я отнесу наличие светодиода, 120 Гц экрана, приличная по бюджетным меркам плотность пикселей, неплохой процессор, наличие мини-джека, обходной зарядки, беспроводной зарядки, минимальный подбородок экрана и хорошая яркость собственного экрана. В комплекте мы имеем краткое руководство, силиконовый чехол, защитное стекло на экран, стикеры, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 45 Вт и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти microSD до 1 терабайта. Еще кому-то и наушники кладут в комплект. Смарт весит 190 граммов, а габариты составляют 162 на 76 на 10,6 мм. Приобрести GT 10 Pro можно в черной и серебристой расцветке. Дизайн смартфона из-за тыльной части походит больше на смартфоны от Nothing, только у GT 10 Pro LED-подсветка находится только в блоке с камерами и выглядит намного дешевле и проще. Опять же, подсветка имеет 5 сценариев использования, такие как входящий звонок, уведомления, игры, зарядка и включение смартфона. Грани у него прямые, тыльная часть выполнена из пластмассы, как и рамка. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0 с поддержкой протокола Power Delivery версии 3.0, микрофоны, стереодинамики DTS с Hi-Res сертификацией, качество звука ниже среднего, хотя за эти деньги очень даже ничего. Громкости достаточно, но есть заметный перекос по звучанию, то есть здесь у нас полуторка. Плюс за то, что в стоке есть несколько предыдущих
предустановленных эквалайзеров под разные сценарии использования и даже простой кастомный эквалайзер. Стандартные Bluetooth-кодеки на борту, Bluetooth версии 5.3, вибромотор далек от идеала, но настроить силу вибрации можно. Во всяком случае, поиграться с этим делом. Лучше не станет, но ощущение того, что вы что-то для этого сделали, у вас появится. Есть защита от влаги и пыли стандарта IP53. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Подбородок не громадный, но есть. Вырез под селфи-камеру довольно маленький. Плотность пикселей 395 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3. Поддерживается, разумеется, 1 миллиард цветов и 10 бит. Пиковая яркость 900 нит. По моим замерам, на 100% яркости экран выдает 780 люксов. Автоматическая регулировка яркости работает неплохо. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, и в настройках также можно выбрать автоматический режим герцовки. Тач на 360 Гц. В тесте на частоту дискретизации касания Smart выдал не очень хороший результат, но тест на мультитач в 10 касаний он проходит хорошо. Затемнение PWM Dimming до 1920 Гц, показатели шума выше 20% не поднимаются, и это довольно средний неплохой результат. Хотя не идеальный для тех, у кого есть чувствительность к шуму. Для вас лучше IPS экрана, либо до 10% что-то искать. Always On Display неполноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном распознаванием лиц, и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает неплохо даже под углом, внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен 8-ядерный Mediatek Dimensity 8050, графический процессор ARM Mali G77MC7, интерфейс XOS 13 на базе Android 13 версии, система работает некорректно, она не оптимизирована, есть много предустановленных приложений. А обновлений мне за 3 месяца не прилетали ни разу. К слову, по поводу Infinix и Техно всяких, у них флагман X2 Pro. Так вот, на нем до сих пор 13 Android, чтобы вы понимали уровень их поддержки. А так, с точки зрения железа, звучит, как будто я сейчас вам описываю смарт за 1030, правильно, 35. Оперативная память LPDDR4X на 8 гигабайт, при том, что, кстати, обновления на Zero 35G мне прилетали 2 раза, в то время, пока я тестировал GT10 Pro. Вот такая магия электронов. Внутренняя память UFS 3.1 на 256 гигабайт, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сети 7 и 20 бенды на борту связь смартфон ловит не лучшим образом, так как у меня связь отваливалась, но датчик приближения меня лично не подводил, в отличие от некоторых смартфонов Xiaomi. Смотрим на Poco X6 Pro, да? NFC поддерживается, также можно установить MirPay. GPS-тест показывает точность 2 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал он 6 часов 37 минут, тест я проводил на 100% яркости, на 120 Гц экрана, а Work Performance показал он 14046 баллов. Заряжается он от 0 до сотки от одного адаптера питания у меня за 1 час. Также во время игр можно использовать функцию обходной зарядки, для того, чтобы питать смартфон напрямую, а не через батарею. А для стабильности в играх используется игровой движок All Sensory. Но опять же, по поводу игр я хочу отметить маленькую неприятную для многих вещь. Я продавал этот смартфон знакомому перекупу, у него магазин, и этот смарт 6 раз возвращали и покупали. То есть люди каждый раз, когда видят и слышат спеки, надеются, что это игровой смартфон, покупают его, используют неделю, потом продают на 30% дешевле. И таким образом перекуп уже несколько раз отбил стоимость этого смарта. Так что в каком-то смысле он идеален. Результаты тестов традиционно смотрите в отдельном обзоре. Если кратко, все не слишком радужно, но ожидаемо для этого типа процессора, этой стоимости и такого количества плюшек, которые они туда напихали за эту стоимость. Переходим к камерам. С тыльной части расположили у нас тройной блок камер и LED-вспышку. Основной сенсор Samsung HM на 108 мегапикселей с апертурой 1.8, макросенсор на 2 мегапикселя и еще одна затычка. Сверхширика нет. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту, но вот оптической нет. Отмечу, что в 4К 30 FPS стабилизация отрабатывает ужасно, а режим высокой стабилизации работает только в 1080p 30 FPS. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана, максимальное разрешение для съемки видео у него 2К 30 FPS. Различных вспомогательных режимов и функций на борту, как всегда, достаточно. Примеры работы камер смотрите в отдельном обзоре. Исходники скачивайте с моих телег. Минусы: связь смартфон ловит плохо, нет сверхширика, да и основной сенсор качеством не радует. Операционная система работает некорректно, много подвисаний, микрофризов и не только. Нет полноценного АОДа, качество материалов отвратительное, прямо сказать, хотя внешне выглядит он очень даже классно. Нет ЭК-порта и нет беспроводной зарядки. Резюмирую, на старте продаж этот смарт стоил около 30 тысяч рублей. Этих денег он, разумеется, не стоит, и производитель
Xiaomi понял свою ошибку, уронив на него ценник. Хотя мне кажется, что изначально ценник был долларов так 170, просто все остальное наценка. Но даже так он выглядит слегка оверпрайсом. Проблемы с тачем, качество камер ниже среднего, ужасные материалы, да много чего у данного смартфона плохо. Если бы не цена, упавшая довольно серьезно, он бы не попал в мой топ смартов однозначно. Вариантов для покупки море, как вы понимаете, и я вам их озвучу в следующих местах. Если вам не терпится купить смарт у дома и нет других вариантов, идите и покупайте этот на бешеном количестве маркетплейсов, заходите в любые поисковики, продается он стабильно до 20-ки. Авито был когда-то ими завален, но скорее всего они уже погибли, их стало мало. Ни в коем случае не приобретайте его с рук бэушным, либо возьмите у кого-то попользоваться. На 9-м месте моего топа расположен Realme C67 4G. Это прям ультрабюджетник с одной стороны, с другой стороны ПО у него работает нормально. К основным плюсам данного смартфона я отнесу наличие мини-джека, прямых граней, фронталки не в виде капли, что для бюджетного смарта редкость, и у него нет никакого шима у экрана. При этом отличная для такого экрана яркость, и карту памяти сюда можно установить, что хорошо. И самый приятный момент — это его цена. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, смартфон, наклеенную защитную пленку, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного полноценного слота под 2 нано-сим-карты и одну microSD до 2 терабайт, блок питания на 33 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смарта 185 граммов, габариты стандартные для 2024 года. Приобрести смарт можно в двух вариантах расцветки, это зеленый и черный. Дизайн устройства неплохой, тыльная часть матовая, а рядом с блоком камер есть глянцевая вставка. Рамка, как и крышка, выполнена из пластика. Собран смартфон хорошо, он имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP54, и это отлично за его цену, хотя, разумеется, топить его нельзя. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. MSL подключение смартфон не поддерживает, звучание здесь стерео, качество звука хорошее. На борту есть технология O'Reilly Audio с 4 предустановками, Bluetooth кодеков достаточно. Вибромотор тактильно приятный, в этой ценовой категории один из лучших. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, Full HD+. Экран плоский, но у него есть слегка закругленные края. Рамки, как и подбородок, не громадные. Фронтальная камера находится в небольшом круглом вырезе, а также в системе есть функция мини-капсулы версии 2.0, благодаря которой в области фронтальной камеры можно разместить различные анимации, к примеру, прогноз погоды, будильник и не только. Понятно, кого они пытались скопировать, ну, что-то там получилось. Плотность пикселей 392 ppi, но в программах указывается плотность почему-то 319 ppi. По моим замерам, экран на 100% яркости выдает 666 люксов, а в пиковой яркости 800 люксов. Автояркость работает корректно, частота обновления экрана максимум 90 Гц с автоматическим режимом, также есть на выбор стандартные 60 Гц. Результаты тестов на частоту дискретизации касания показывает средний результат для этого ценового сегмента. Мультитач на борту. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки распознавания лиц, и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает быстро, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, но можно завести 5 других отпечатков. Распознавание лица срабатывает шустро, даже под небольшим углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен здесь Qualcomm Snapdragon 685, много где его устанавливают, правда? Графический процессор Adreno 610, интерфейс Realme UI на базе Android 14 версии. Интерфейс работает хорошо, микрофризы встречаются, но редко. Оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ. Внутренняя память на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 4G сетей, 7 и 20 бендом 3G и 2G сетей, разумеется. C67 4G связь ловит хорошо, датчик приближения работает без нареканий, Bluetooth на Али указан в версии 5.0, что неплохо, не хорошо, но нормально. NFC-модуль на 360 градусов в наличии, MirPay устанавливается без проблем, и потом оплачиваете покупки. GPS показывает точность у меня в 8 метров, что странно, так как стандартная точность у Qualcomm должна быть 3 метра. Что там они нахимичили с прошивкой, я не знаю, но пока вот так. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 8 часов 39 минут на 90 Гц экрана и увеличенной яркости. C67 поддерживает быструю зарядку на 63 Вт, заряжается смартфон от 0 до сотки за 2 часа в среднем. Результаты тестов, если кратко, слабые. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор на 108 мегапикселей с апертурой 1.75, углом обзора 84 градуса, трехкратным зумом и максимальным разрешением 1080p 30 fps. Плюс есть дополнительный сенсор на 2 мегапикселя, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора 80 градусов и максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps. Имеется цифровая стабилизация, цифровой зум, достаточно
достаточное количество различных режимов и вспомогательных функций. Фото получаются неплохими, но вот насыщенность перекручена. А в плане видеосъемки все в пределах нормы для бюджетника. За примерами заходите в полный обзор, если интересно. Минусы: мало яркости экрана, внутренняя память медленная, нет ЭК-порта, беспроводной зарядки нет, что неудивительно, крайне слабый процессор вместе с обвесом. Резюмирую. Да, это слабый смартфон в плане производительности и работы камер. Но отличный комплект поставки, неплохой экран, защита от влаги, вообще редкость в этом ценовом диапазоне. Если вы сможете, как и я, ухватить его на распродаже за 14 тысяч рублей, это отличнейший вариант. На 8-м месте моего топа Realme 11. Основными плюшками данного смарта являются неплохой AMOLED-экран с прямыми гранями, он отлично показал себя в играх, его камера позволяет делать неплохие фотографии и есть довольно быстрая зарядка, наличие мини-джека и поддержки карт памяти, которую однозначно добавит ему шансов быть купленным. Притом не путайте с некоторыми другими версиями Realme 11, поразбирайтесь в вопросе, если он вам понравится. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, документацию, смартфон, наклеенную защитную пленку, ключ для извлечения слота, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки USB-A и Type-C. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты и карту памяти до 1 терабайта. Весит смарт 182 грамма, а его размеры 160 на 73 на 8 мм без блока камер. Приобрести данный смарт можно в черной и золотистой расцветке. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Блок камер круглый и довольно крупный. Грани прямые, сборка неплохая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, 2 динамика, один разговорный, а второй основной. Звучание в данной модели моно, качество звука далеко не идеальное. Аудиокодеков на борту достаточно, вибромотор тактильно неплохой, но не настраиваемый. Смартфон оснащен прямым Super AMOLED дисплеем на 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Рамки есть, но они небольшие, а вот подбородок здесь очень большой. Цветовой охват 100% DCI-P3, автояркость работает отлично и корректно, пиковая яркость 1000 нит, а максимальная яркость отличная. При прямом попадании света на экран яркости экрана в целом хватает, и пользоваться в солнечный день смартфоном можно. Плотность пикселей 409 ppi, частота обновления экрана максимум 90 Гц. Тест на частоту дискретизации касания показал неплохой результат. Мультитач есть, и экран на 10 касаний откликается без проблем. Полноценный Always On дисплей на борту, показатели шима не радужные, но при включении DC-димминга все становится хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку питания, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, но можно завести 5 других отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает хорошо. Внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен MediaTek Helio G99, и это, конечно, печаль, но факт. Графический процессор Mali G57 MC2, интерфейс Realme UI 4 на базе Android 13 версии будет обновляться, русский язык на борту, интерфейс работает без сильных тормозов, но микрофризы встречаются. Напоминаю, что все эти спеки по поводу операционки — это на момент издания обзора, когда я его тестировал. Разумеется, сейчас уже операционка другая. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор только 8 гигабайт. Внутренняя память версии UFS 2.2 на 256 гигабайт. Возможно, какие-то версии сейчас еще добавили. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии для 4G 7 и 20 бенды на борту. Датчик приближения отрабатывает без нареканий. Bluetooth же версии 5.2, NFC-модуль в наличии. Можно завести MirPay для бесконтактной оплаты. GPS же тест показывает точность в 1 метр. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 9 часов 37 минут, а в Work Performance 10171 балл. Заряжается смарт от 0 до сотки за 49 минут, и это неплохо. Вспоминаем Nothing 2, смартфон, который заряжается больше часа, и улыбаемся. Яркость в играх смарт не сбрасывает. Поддержки MSL подключения нет. Результаты тестов, если вам нужно более подробно, милости прошу в полноценный обзор на канале. Блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Pro Light на 108 мегапикселей и портретный сенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении лишь в 1080p 30 fps. Оптической стабилизации нет. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в верхней части экрана в углу. Вырез под фронтальный сенсор не особо громадный. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. В стоке много вспомогательных функций и режимов. Примеры традиционно в основном обзоре на лайв-канале. В обзоре одним кадром и в моем личном телеграм-канале в виде исходников фото и видео. Минусы: нет ЭК-порта, нет сверхширика, беспроводной зарядки, естественно, нет. Резюмирую, это хороший внешний смартфон. Довольно свежий, да, он не хватает звезд с неба в плане производительности, но фото у него получаются неплохие. Работа системы стабильная и цена не космос. Пару лет он спокойно проработает без проблем. А что еще нужно простому обывателю? Смело рекомендую к покупке.
покупки. Тем более его везде, в любом магазине в руках можно повертеть, как и следующий смартфон, к слову, в топе. На 7-м месте моего топа красуется Xiaomi Redmi 13C. Прям бюджетник. Бюджетнее некуда. К плюсам данного смарта я отнесу питание по Type-C, что круто. В бюджетном смартфоне полное отсутствие шима, поддержка карт памяти, хорошо работающий сканер отпечатков пальцев. Минус, конечно, что мы понимаем, что это поковский смарт, та же копия его, чуть-чуть с отличиями. Это так же, как Poco M6 Pro. Но не будем об этом. В комплекте мы имеем сам смартфон, краткое руководство, ключ для извлечения полноценного слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти до 1 терабайта, кабель USB-A на Type-C. Отмечу, что если вы покупаете версию без NFC, то блок питания в комплекте будет, но только 10-ваттный. Весит смартфон 192 грамма, размеры 168 на 78 на 10,5 мм вместе с блоком камер. Приобрести Xiaomi Redmi 13C можно в черной, темно-синей, ледниково-белом и зеленой расцветке. Дизайн смартфона скромный, и с фронтальной части нас встречает каплевидный вырез под фронтальную камеру и громадный подбородок. Выглядит данная модель в целом хорошо. Рамка пластиковая, как и тыльная часть. На корпусе расположили качели регулировки громкости, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, мини-джек на 3,5 мм и разъем Type-C. Для вывода звука используется один основной динамик и один разговорный. Звучание здесь моно, а качество звука скромное. Вибромотор слабенький, но настраиваемый, и для данной ценовой категории вибро неплохое. Установлен IPS-дисплей здесь на 6,74 дюйма с разрешением 1600 на 720 пикселей, скромной плотностью пикселей в 260 ppi, защитой Corning Gorilla Glass и частотой обновления экрана 90 Гц. Матрица экрана абсолютно плоская, светового индикатора уведомлений нет. Пиковая яркость 600 нит. По моим замерам экран выдает 400 люксов. Яркости экрану мало, но это типичная яркость для IPS экрана. Автоматическая регулировка яркости работает нормально, мультитач поддерживается, экран откликается на 10 касаний одновременно. Но плохо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, разблокировкой по лицу и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, а вот распознавание лиц срабатывает хорошо только под прямым углом. Процессор используется все тот же MediaTek Helio G85, графический процессор Mali G52, MP2, оперативная память LPDDR4X на 4, 8 и 6 гигабайт. Внутренняя память медленная, позорная eMMC 5.1 на 128 или 256 гигабайт. Я рекомендую брать версию на 6 или 8 гигабайт ОЗУ, потому что 4 гигабайтным пользоваться невозможно. Жутко тормозит. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, обновления приходят, но с новыми обновлениями появляются новые проблемы. Как ни странно. Притом у многих. Но не всегда. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, есть VoLTE, а для 4G все бенды на борту. Виртуальный датчик приближения лично у меня отрабатывает хорошо. Смотрите, чтобы вы глобальную версию покупали 13C. Запись разговоров в стоке есть и без уведомления собеседника. Bluetooth версии 5.3, аудиокодеков на борту достаточно. FM-радио работает только с наушниками. Xiaomi Redmi 13C можно приобрести как с поддержкой NFC, так и без нее. GPS-тест показывает точность 1 метр, но определяет смартфон местоположение достаточно долго. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смарт выдал 6 часов 53 минуты. Тест я проводил на максимальной яркости и максимальной частоте обновления экрана. Смарт поддерживает быструю зарядку до 18 Вт, заряжается от 0 до сотки от адаптера питания Xiaomi на 120 Вт примерно 2 часа 17 минут. Результаты тестов, если кратко, показали стабильные, но минимальные результаты, что неудивительно. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8. Кстати, снимает он не совсем и плохо. Вспомогательным сенсором и макросенсором на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Плюс есть LED-вспышка. Максимальное разрешение для съемки видео с основного сенсора 1080p 30 fps. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с апертурой 2.0. Максимальное разрешение для съемки видео у него также 1080p 30 fps. Примеры фото и видеосъемки в полном обзоре. Обязательно посмотрите обзор, чтобы понимать, что смарт может по камерам. И фотки скачайте, потому что, повторяюсь, по фотографиям он очень неплох. Минусы: скромная зарядка, мало яркости, нет АК-порта, нет чехла в комплекте, нет защитной пленки в комплекте, каплевидный вырез под фронталку и огромный подбородок. Медленная память eMMC. Резюмируя по факту, за примерно 10 тысяч рублей, а на распродаже еще меньше, вы получаете смарт с современным разъемом Type-C, с камерой, которая может снять нормальную фотографию, и неплохую автономность, а также поддержку карт памяти, экран без вредного шима и нормально работающую оболочку, которую ко всему еще и обновляют, в отличие от Infinix. За эти деньги смело рекомендовать к покупке его могу, то есть в районе 8-9 тысяч. Шестое место сегодня я отдал Poco M6 Pro. Его тоже в сейл реально в 14-15 тысяч купить, и вы не будете ничего доплачивать таможне. Опять же, если они не сделают нулем, конечно, минимальный порог, но я надеюсь, что сделают 200. К плюсам данного смарта я отнесу отличную яркость экрана, больше 1000 люксов, быстрый сканер отпечатков пальцев в экране, прямые грани смартфона, минимальный подбородок и довольно небольшой вырез под фронтальную
отдельную камеру. Также в этом смарте есть мини-джек и К-порт, стереозвук и поддержка карт памяти. В коробке мы имеем краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Также есть обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на 67 Вт, за что плюс. Весит смартфон 181 грамм, а его габариты составляют 162 на 75 на 11,8 мм с блоком камер. Poco M6 Pro можно приобрести в черной, синей и фиолетовой расцветке. Дизайн смартфона интересный, тыльная часть выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Рамка также пластмассовая. Смарт имеет защиту по стандарту IP54. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео. Есть сертификация Dolby Atmos, Hi-Res Audio, качество звука хорошее, но довольно плоское. Линейный вибромотор по оси Z слабенький, что неудивительно, но есть и работает. Poco M6 Pro оснащен Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Full HD+, плотность пикселей 394 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, экран плоский, защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, максимальная яркость 1000 нит, а пиковая 1300 нит. По моим замерам экран выдает 814 люксов, а в пике 1300 люксов. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно, частота обновления экрана 120 Гц. Тач на 2160 Гц также в наличии. В тесте на частоту дискретизации касания экран показал неплохой результат, мультитач на борту, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шума иногда поднимаются почти до 20%. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, но не шустро. Завести можно до 5 отпечатков пальцев. Но при этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Распознавание лица срабатывает неплохо даже под небольшим углом. Зарегистрировать можно до 2 лиц. Процессор Poco M6 Pro установлен MediaTek Helio G99 Ultra, графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 гигабайт или 512 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей и ниже. 7, 3 и 20 бенды на борту. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения отрабатывает в горизонтальном положении плохо. Bluetooth версии 5.2, аудиокодеков на борту достаточно, NFC модуль в наличии. На данный момент можно устанавливать спокойно MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает точность в 1 метр. Емкость же аккумулятора 5000 мАч. Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут. Что странно, должен быстрее. У кого-то быстрее заряжается. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 51 минуту на максимальной герцовке и максимальной яркости экрана. Результаты тестов показали стабильные, но маленькие результаты, и это неудивительно. Poco M6 Pro имеет LED-вспышку, основной сенсор на 64 мегапикселя с апертурой 1.8, оптической стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 fps. Далее сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов и апертурой 2.2+, есть еще 2-мегапиксельный макросенсор с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с апертурой 2.4 и максимально доступным разрешением для видеосъемки 1080p 60 fps. Примеры, как всегда, в отдельном обзоре. Минусы: рандомная работа датчика приближения, слабые результаты в тестах, у некоторых пользователей есть проблемы с перекосом звука. Резюмируя, за эту стоимость смарт практически лишен недостатков, как я считаю. Да, есть проблемы с качеством сборки у него, да, есть проблемы с работой датчиков приближения, но не у всех. Да, вы не сможете играть в современные игры с нормальным FPS, но в долларовом эквиваленте этот смарт стоит своих денег на 100%, как и в рублевом. Повторяюсь, что за 15 тысяч его стабильно можно приобрести, и даже иногда дешевле. И это нивелирует все недостатки. И не забываем подписываться на канал с колоколом, на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В телеграм-канале скидок, к слову, сегодня и завтра еще очень много всяких классных предложений, но напоминаю, что возможно таможня при стоимости выше 200 евро вашей посылки с 1 апреля. Переходим к 5-му месту моего топа. На 5-м месте моего топа находится один из немногих здесь китайцев, это Realme GT Neo 3T. К плюсам данного смарта я отнесу возможность съемки в 4К 60 FPS на основную камеру, а за эти деньги это прям вау. Отличный экран в 120 Гц, неплохо оптимизированный процессор, классный пластиковый корпус, быстрая оперативная и внутренняя память и отличная внешка. В комплекте мы имеем краткое руководство, сам смартфон, кабель USB Type-C, ключ для извлечения слота, неплохой силиконовый чехол и блок питания на 80 Вт. Смарт имеет защитную пленку с неплохим олеофобным покрытием, русский язык на борту. Слот прорезиненный на 2 сим-карты, весит смарт 196
96 граммов, а габариты 163 на 75 на 8,8 мм. А с блоком камер 11 мм. Поставляется данный девайс в желтой, белой и черной расцветке. Дизайн смартфона интересный, так как тыльная часть имеет покрытие AG и выполнена в стиле гоночного флага. Качество материалов хорошее и тактильно приятное, тыльная часть, как и рамки, выполнены из пластика. И да, модель не новая, но учитывая стоимость, она прям вау по спекам. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0 и микрофоны. Звучание здесь стерео, так как разговорный динамик выступает также в роли основного. Поддержка Dolby Atmos и качество звука неплохое. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,62 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Цветопередача 106% NTSC и 100% DCI-P3. HDR10+, на борту. Плотность пикселей 397 ppi, что очень хорошо. Пиковая яркость 1300 нит. При прямом попадании света на экран яркости с включенной автояркостью достаточно, автояркость работает корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а также есть 60 Гц и режим автовыбора. Тач на 360 Гц, а моментальный тач на 1000 Гц. Есть возможность персонализировать экран под свои предпочтения, показатели шима в средние выше 35%, шим не поднимался. Always On Display на борту, мультитач на борту и на 10 касаний откликается. Разблокировать экран можно при помощи сканера распознавания лица стандартными способами и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает хорошо, подбородок средних размеров. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 870 5G, да, старенький, но бодренький. Графический процессор стандартный обвес Adreno 650, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии был на момент обзора, разумеется, сейчас уже 14. Оперативная память LPDDR4X доступна только 8 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. Это, кстати, единственный старичок из топа. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, для 4G сетей бенда 7 и 20 в наличии, звучание во время разговора хорошее, микрофон, как и датчик приближений, не подводили. Вибромоторчик линейный по оси X версии 2.0, тактильно приятный. Bluetooth версии 5.2, многофункциональный NFC-модуль в наличии, с оплатой смартфоном проблем не будет. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке Smart выдал отличные 9 часов 30 минут, Smart поддерживает Super Dart Charge на 80 Вт, заряжается Smart от 0 до сотки за 38 минут, и результаты тестов этого типа железа хорошие. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей LED-вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя с углом обзора в 80,5 градуса, широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора в 119,7 градуса и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, оптической стабилизации видео нет, есть только цифровая. Сверхстабилизация работает только в 1080p, оптического зума также нет, но есть стандартно цифровой. На борту есть небольшое количество режимов для съемки, и вам их будет достаточно, я думаю. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе в верхнем левом углу. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS, качество фото хорошее, а вот видеосъемка разочаровала. За примерами заходите в отдельный обзор по ссылке в описании. Минусы: нет ЭК-порта, нет мини-джека, нет оптостаба, пластиковые рамки, нет возможности вставить microSD, защита от пыли и влаги и беспроводной зарядки нет. Резюмирую: отличная внешка, хорошие характеристики, отличный экран, стабильно работающий процессор и приемлемый ценник. Что еще нужно для смартфона этого ценового диапазона? Правильно, всего этого достаточно, чтобы попасть в мой топ. Но помним, что модель старенькая. На 4-м месте моего топа стоит Xiaomi Redmi Note 13 4G Global. К основным фишкам данного смарта я отнесу отличные показатели в Antutu для этого процессора, среднюю плотность пикселей, 120 Гц экрана, минимальный шим, космическую яркость экрана в этом ценовом диапазоне, гибридный слот для SIM-карт, минимальные рамки экрана и маленький вырез под фронталку. В комплекте мы имеем сам смартфон, защитный чехол неплохого качества, защитную пленку, блок питания на 33 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя, ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карточку плюс карту памяти до 1 терабайта. Вес смартфона составляет 188 граммов, а габариты 162 на 75 на 8 мм. Приобрести Note 13 4G можно в черном, зеленом, синем и желтом цвете. Грани прямые, тыльная часть как рамки выполнены из пластика. Блок камер оформлен интересно. Собран смарт на свою стоимость хорошо. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, микрофоны, динамики, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, плюс есть мини-джек на 3,5 мм и даже ИК-порт. Звук стерео с поддержкой Dolby Atmos. Звучание неплохое, динамики громкие, но с небольшим перекосом по громкости. Bluetooth чип установлен в версии
5.1, вибромотор слабенький. Также смарт имеет защиту от влаги по стандарту IP54. Дисплей AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Частота обновления экрана до 120 Гц, но оптимизирована под 120 Гц только сама оболочка, как вы понимаете. Цветовой охват 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1 и защита Corning Gorilla Glass 3 версии. Рамки у экрана маленькие, как и подбородок. Плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость по заявлению производителя 1800 нит. По моим замерам яркость на 100% больше 700 люксов, и это хорошо. Тест на частоту дискретизации касания выдал стандартные для бюджетника результаты. Показатели шима не выше 20%. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно и Always On Display в наличии, но не полноценный. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и измерением пульса, распознавания лица стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает иногда с промахами, но в целом неплохо. Можно завести до 5 отпечатков. Распознавание лиц срабатывает хорошо. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 685, графический процессор Adreno 610, оперативная память LPDDR4X на выбор 6 или 8 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Русский язык, разумеется, на борту, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей и ниже. Для 4G 3, 7, 20 бенды на борту, связь смарт ловит хорошо, датчик приближения работает без нареканий, поддержки eSIM, разумеется, нет, как и нет поддержки 5G. Запись разговоров в стоке отсутствует. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, емкость аккумулятора 5000 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку до 33 Вт и заряжается от 0 до сотки примерно за 1 час 15 минут. В PC-марке устройство выдало результат 8 часов 36 минут. Результаты тестов, как всегда, смотрите в отдельном обзоре. Если кратко, для этого обвеса результаты нормальные, кроме камер. Основной сенсор здесь Samsung S5K HM3 на 108 мегапикселей с апертурой 1.8 и максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Смарт использует цифровой зум и обыкновенную LED-вспышку. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps. Качество видеосъемки сопоставимо со стоимостью смарта, но фото вполне неплохие. За примерами заходите туда же, в основной обзор. Минусы: слот неполноценный, а гибридный, перекос по звуку, ну и все в общем-то. Резюмирую: отвратное качество видео, но вполне приличные фотографии. Внешний вид отличный, но 120 Гц не отображается практически нигде, кроме самой оболочки. Очень медленно заряжается, но зарядка уже с современным разъемом Type-C. И данный бюджетник совсем не равен бюджетнику трехгодичной давности. Он выполняет абсолютно все функции, возложенные на него. За 12 тысяч, как он был на распродаже, это отменный вариант для покупки. Однозначно рекомендую его на сейлах. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывает Redmi Note 13 5G. К плюсам данного смарта я отнесу защиту от влаги. Я его специально окунал в бассейн, и он выжил. У него есть достойная производительность в синтетических тестах. У него экран с почти идеальной плотностью пикселей и хорошей яркостью за эти деньги. И качественный силиконовый чехол, который вас, скорее всего, будет бесить, но вы его сможете легко заменить. В комплекте мы имеем ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти. Далее есть краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон, блок питания на 33 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 174 грамма, а габариты 161 на 75 на 8 мм. В продаже имеется черная, белая и голубая расцветка данной модели, грани прямые, тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Дизайн устройства привлекательный, сборка хорошая, ко всему смартфон имеет защиту от влаги стандарта IP54. В руке смарт лежит комфортно, пользоваться им одной рукой в целом удобно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, основной динамик и разговорный. Bluetooth кодеков на борту достаточно. Установлен здесь Bluetooth чип версии 5.3 и K-порт в наличии, как и мини-джек на 3,5 мм. Вибромотор неплохой и настраиваем. Смарт оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран прямой и покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Подбородка практически нет, рамки минимальные. Плотность пикселей 395 ppi, яркость до 1000 нит. Максимальная яркость без включенной функции автояркости 800 люксов. При прямом попадании света на экран яркости достаточно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц. Мультитач на борту и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Always On Display только 10-секундный. Имеется PWM затемнение на 1920 Гц. Шим выше 15% не поднимается. Разблокировать
Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, можно завести до 5 отпечатков, распознавание лица срабатывает быстро даже под углом. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Переходим к процессору. Процессор MediaTek Dimensity 6080, графический процессор Mali G57 MP2. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, разумеется, Dimensity это не очень хорошо, но а что делать? У меня смартфон в китайской версии, русского языка на борту нет, но мультипрошивка уже доступна для покупки. Система работает с микрофризами, но сильных подвисаний я не встречал. Оперативная память LPDDR4X на выбор 6, 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка 5-й версии Wi-Fi, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Связь Smart в больших городах ловит хорошо, звучание во время разговора отличное, микрофон и датчик приближения не подводили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи для собеседника. Опять же, это только в китайской версии смарта. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке устройство выдало 7 часов 44 минуты, Work Performance смартфон выдал 10 262 балла. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания на 33 Вт в среднем за 1 час 12 минут. MSL подключение смартфон не поддерживает. Результаты тестов смотрите, повторяюсь, в отдельном обзоре. Результаты неплохие, если кратко. Но основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Samsung S5 KH-M3 на 108 мегапикселей с апертурой 1.7 и дополнительным сенсором на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Цифровая стабилизация на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Все ультра скромно, примеры, как всегда, в отдельном обзоре. Минусы. Нет NFC, нет 7 и 20 бенда для китайской версии, урезанный Always On дисплей, монозвук, нет сверхширика, не везде адекватный ценник. Резюмирую, да, у этого смарта есть достаточное количество минусов, которые я только что озвучил, но очень приятно и удобно им пользоваться. Нет ни ужасных подбородков, ни капель вместо фронталки. На втором месте моего топа сегодня Xiaomi Poco X6. К плюсам данного смартфона я отнесу процессор от Qualcomm, достойный результат в Antutu, возможность видеосъемки в 4К 30 fps на основной модуль, отличная яркость экрана, быстрая в этом ценовом сегменте зарядка и стабильная работа смарта. Плюс у меня еще и датчик приближения у него работал, хотя у многих наоборот, в X6 не работал нормально, а в X6 Pro работал. Хотя с другой стороны пишут, что с обновлениями уже везде у покафонов работает норм, но пока не потрогаю, не поверю. В комплекте мы имеем сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Габариты смартфона 161 на 74 на 8 мм, а вес 182 грамма. В продаже есть 3 расцветки, это черная, синяя и белая с принтом мрамора. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка. Собран смартфон неплохо, есть защита от влаги, пыли, по стандарту все это IP54. Грани прямые, в руке смартфон лежит нормально. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. MSL подключение смартфон не поддерживает, также есть IK-порт. Мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и динамики. Звучание здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos, сертификацией HiRes Audio и HiRes Audio Wireless. Перекос по звуку есть и заметный. Вибромотор линейный по оси X, хороший за его стоимость. Смарт оснащен Crystal Res Flow AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, поддержкой Dolby Vision, только защита указана Corning Gorilla Glass Victus, а в Pro версии 5. Плотность пикселей 446 ppi, цветовая гамма 100% DCI-P3, рамки, как и подбородок, не громадные. Что касается яркости, то по заявлению производителя в пике она достигает 1800 нит, по моим замерам на 100% яркости экран выдает 2000 люксов. И это прям вау. Для корректной и быстрой работы функции автоматической регулировки яркости установлен датчик внешней освещенности в 360 градусов, показатели шума выше 15% не поднимаются. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, как и у всех, частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц. Результат теста на частоту дискретизации касания выдал средний результат, но в играх сенсорный отклик хороший, только если включить режим, правда, турбо. Мультитач на борту, экран откликается на 10 касаний одновременно, хоть и не совсем быстро. 10-секундный Always On дисплей на борту, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает отлично. Завести можно до 5 отпечатков, распознавание лиц срабатывает стабильно хорошо. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X, доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память медленная, UFS 2.2 и на выбор 256 гигабайт или 512
ГБ. Поддерживается Wi-Fi 5 серии, 5G, 4G сети и ниже. Все необходимые бенды на борту, датчик приближения работает хорошо, Bluetooth чип установлен в версии 5.2, список поддерживаемых аудиокодеков достойный. NFC поддерживается, MirPay работает, GPS-тест показывает же точность до 3 метров. Емкость аккумулятора 5100 мАч, в PC-марке смартфон выдал 7 часов 19 минут на максимальной яркости и максимальной герцовке. Borg Performance 12482 балла, смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки за 55 минут. Результаты тестов в полном обзоре, как всегда, если кратко, все просто отлично за эту цену. Блок камер с тыльной части оснащен основным сенсором на 64 мегапикселя с апертурой 1.8 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхшириком на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов и апертурой 2.2 и макросенсором на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Стабилизация присутствует как оптическая, так и электронная, но вот зум, разумеется, только электронный. Фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. За примерами заходите на полный обзор, а исходники фото есть в моей личной телеге. Минусы: старый Bluetooth чип, Wi-Fi не поддерживает современные стандарты, нет поддержки microSD. Резюмирую, за свои 19 тысяч на распродаже, а иногда ниже, этот смарт шикарный, даже учитывая его минусы, которые встречаются у смартфонов и по $1000. Если вам нужен недорогой по нынешним временам смартфон, но один из лучших сегодня, он умеет все, что необходимо современному пользователю, стоит не космос, а произведен брендом А-эшелона, так что смело можете его приобретать. Лидер сегодняшнего топа, как по мне, Redmi Note 13 Pro 5G Global. К плюсам этого смарта я отнесу отличные цифры в бенчмарках, основную камеру на 200 мегапикселей, достойную фронталку и великолепный ценник на распродаже. В комплекте мы имеем сам смартфон, хороший непрозрачный защитный чехол, защитную пленку, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Вес смартфона составляет 188 граммов, а габариты 161 на 74 на 8 мм и 11 мм вместе с блоком камер. Приобрести 13 Pro можно в черной, бирюзовой и фиолетовой расцветке. Внешний смарт от китайских версий не отличается. Все такие же прямые пластиковые грани, такой же блок камер и тыльная часть, которая выполнена из пластика. Собрана модель хорошо, ко всему смарт имеет стандарт защиты IP54, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, мини-джек на 3,5 мм и даже ИК-порт. Последнее — это микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука хорошее, но есть небольшой перекос по громкости между двумя динамиками. В настройках можно обнаружить предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, аудиокодеков достаточно. Линейный двигатель по оси X неплохой, но не лучший в этой ценовой категории. Хорошо, что можно настроить силу вибрации. Дисплей AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей, частотой обновления экрана до 120 Гц, защитой Corning Gorilla Glass Victus, глубиной цвета 12 бит, цветовым охватом 100% DCI-P3, плюс есть поддержка технологии Dolby Vision и технологии PWM затемнения на 1920 Гц. Показатели шима выше 13% не поднимаются, это прям топчик. Рамки у экрана не громадные, как и подбородок. Плотность пикселей отличная, в 446 ppi. Пиковая яркость по заявлению производителя 1800 нит, по моим замерам яркость на 100% 890 люксов, пики 1000 люксов. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, но экран поддерживает мультитач, и экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно. Да и в играх сенсорный отклик неплохой. Always on Display неполноценный, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает быстро и корректно, и биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но изредка проскакивают промахи. Можно завести до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести один и тот же отпечаток несколько раз. Процессор Snapdragon 7S Gen 2, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на выбор 256 или 512 ГБ. GPS-тест показывает точность до 3 метров. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, также есть поддержка eSIM, 5G сетей, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту. Связь смартфон ловит отлично, и виртуальный датчик приближения в моем случае не подводил. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи отсутствует. Для бесконтактной оплаты смартфон оснащен модулем NFC, емкость аккумулятора 5100 мАч, в PC-марке смарт выдал результат в 6 часов 31 минуту при первой прогонке, а во второй 7 часов 56 минут. Work Performance максимальный результат был 12765 баллов, смарт поддерживает быструю проводную зарядку до 67 Вт, полный цикл зарядки занимает 50 минут. И снова Нафину привет с его часом. Результаты тестов в отдельном обзоре, если кратко, все очень даже неплохо.
неплохо. Средняя температура по больнице прям супер. Первое место у него, в принципе, в первую очередь за основной сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптической стабилизацией, фокусным расстоянием на 23 мм и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора 118 градусов. Плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Помимо сенсоров в тыльной части расположили LED-вспышку, зум только цифровой, фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. Примеры съемки в сравнении с Realme 12 Pro смотрите в отдельном обзоре по ссылке в описании. Их там много. Минусы: нет поддержки карт памяти, да и в общем все, учитывая стоимость, он хорош. Резюмирую, смарт однозначно стоит своих денег, все возможные разъемы и коммуникации, грани прямые, быстрая зарядка по Type-C и адекватный ценник. Вот залог успешного смартфона в 2024 году. Без оплаты таможенной пошлины. Заслуженное первое место. И резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Смотрите, начиная с 10 места. Infinix 10 Pro. Что это такое? Это что-то, что стоит приобрести, чтобы потом не приобретать никакие Infinix и Tecno дороже $150. Насчет того, где цены на него можно найти, подобные до 20 тысяч. Первое, это Авито, но они чаще до Авито не доживают, мне кажется. И второй момент, кстати, из тех двух смартфонов, что у меня Перекуп продавал, один у него все-таки навернулся полностью. Так вот, второй момент, где можно найти, это различные площадки. Притом российские площадки. Смотрите Pepper, смотрите, повторяюсь, Авито. Их часто продают там. Забыли про 9 место. Переходим к интересному месту такому же. Это 5. Это 5 место. Realme 3T. И вот по поводу 3T тоже история интересная. Это один смартфон из стареньких на канале, у него хороший процессор, но приобретая его, вы считаете практически полностью стоимость его теряете при перепродаже. Почему? Потому что он уже древненький. Сейчас вы еще его продадите, но где-нибудь через год, через полтора он, к сожалению, уже никому не будет нужен, потому что морально устареет, плюс у него будет меньше поддержка, чем все устройства этого топа, как минимум на год, а то и на 2. И в целом смарт вот такой, но все относительно. По поводу первого, второго и третьего места. Первое и второе место — это вообще вкусовщина. Poco X6 супер классный, вы скажете, но он лучше, чем Redmi Note. Но я скажу, что по камере Redmi Note лучше, который на первом месте 13 Pro. Это раз. Два, у него более сбалансированная цена, стоимость и то, что он предоставляет. И они в каком-то смысле имеют паритет. То есть, если вы приобретете Poco или Xiaomi, это один и тот же концерн Xiaomi. У Xiaomi один огромный минус перед Realme. Xiaomi на MIUI выкатывали недавно прошивку, которая уводила смартфоны в ребут. То есть они не наворачивались, но они перезагружались, и у некоторых пользователей исчезла вся информация. У Realme другая история. Вы можете некоторые смартфоны китайских версий приобрести, и они будут залочены по звонкам. Блокируются Realme и OnePlus. И это очень-очень все много и долго можно рассказывать. Но если совсем кратко, вот все, что до 20-ки, не имеет каких-то особо диких проблем. Все, что я вам сегодня порекомендовал, это вот из всего рынка непонятно чего, потому что третий эшелон весь там Q-боты, Aldacube, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот это все бренды, кроме 10 места, А-эшелона. И если что-то технологии могут вам предоставить, то это именно они. Только у одного места есть беспроводная зарядка и обходная, это 10 место как раз. Только у одного места, я считаю, более-менее приличные камеры, это у первого. Фотографируют все в нормальных условиях, когда у вас много солнца, все очень даже прилично. И если вы хотите приобретать какие-нибудь среднеценовой сегмент у Xiaomi, там 30 тысяч, или у Realme, или у OnePlus, обязательно сначала берите вот что-то из этого топа. Я не запихал сюда OnePlus 3SE Lite. Почему? Потому что, ну, очень плохое железо за его деньги. Хотя вы можете с ним также поиграться за 19 тысяч. Я не запихал сюда старые Realme 11 Pro, 11 Pro Plus. Почему? Потому что они никому не нужны. Даже в ритейле их потом скидывают за копейки. Заметьте, как их пиарят во всех роликах про 12 Pro и 12 Pro Plus. То есть все вот с таким плакатом: бегите, покупайте. Хотя 12 Pro Plus по мощностям не сильно отличается. То есть это мое видение того, чтобы я вам советовал. Но, повторяюсь, если вы собираетесь ходить с каким-то флагманом, неважно каким,
вы знаете бренд, вот из бюджетников лучше выбирать что-то этого бренда, даже если не было в моем топе. Повторяюсь, что я стараюсь приобретать все смартфоны, которые продаются, начиная, наверное, от $100 от брендов А-эшелона. И даже Meizu 21 купил. И 11 Ultra от Asus, который Zenfone, и никому не советую за такие деньги. Еще много всего, при том, что стараюсь покупать и китайские, и глобальные версии. Чаще всего китайские отличаются тем, что у них не все бенды. У Xiaomi нужно еще кастомно перепрошивать на русский язык. У Realme и OnePlus все это дело может быть заблокировано BBK, но бюджетники они обычно не блокируют, такого я не слышал. Всем девайсам из топа от меня, да. Надеюсь, вам импонирует мой подход. Он длительный, мучительный, на все девайсы из этого топа почти. Есть полноценный обзор, обзор одним кадром, где я снимаю на основной модуль, и еще и обзор с прожаркой на некоторые из них на пользу стрима. Так что, если вы хотите конкретно разобраться и решить, нужна вам эта железка или нет, смотрите все мои обзоры, чужие обзоры, читайте все комментарии и делайте выбор. Почему? Потому что $100 вещь стоит или 1000, это не важно, это же ваши деньги, вы их тратите. И перед тем, как потратить, я считаю, что нужно хорошо разобраться. Один раз разберетесь с тем, что, как и почему должен давать смартфон, и получите в итоге радость навсегда. Будете там 50 лет потом покупать электронное устройство, и никаких проблем у вас не будет. Девайсам всем от меня в топе, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.